Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня у нас на обзоре MIDI-клавиатуры Alesis серии Q. Как вы видите, у нас две MIDI-клавиатуры Q49MK2 и Q Mini. Чем они отличаются? Ну, вообще многим на самом деле. Самое главное – это размером. То есть Q Mini – это совсем маленькая, тоненькая, легкая клавиатура. Больше подойдет для любителей записывать что-то незатейливое, чтобы много места не занимало на столе. Скажем так, не для пианистов. Удобно, и я тоже часто использую подобные девайсы, когда нужно что-то быстро написать. Клавиши у нее чувствительные, что немаловажно. Есть регулятор громкости, также sustain, так как нету педали, но зато есть кнопка, которая это выполняет. Она же также и назначаема на запись, и вообще, в принципе, все клавиши у нее назначаются так, как вам это нужно. По умолчанию они стоят как и переключение октавы и замещают колеса pitch и модуляции. А что касается Q49, это полноразмерные клавиши X49, и они чувствительные к нажатию. Есть два колеса. Мне очень нравится, что это не джойстик, а именно два разных колеса модуляции и питча. Также есть октава и ряд клавиш, которые можно назначить как на транспортную панель. Они такие обозначены здесь: стоп, плей, запись. И подобие джойстика, клавиши вверх-вниз и стоп. Также слайдер, который по умолчанию назначен на громкость, но вы, опять же таки, можете назначить его как угодно. Над клавиатурой есть разные позиции. Также вы можете управлять ими через определенные манипуляции. В общем-то, клавиатура простая, но функцию свою выполняет. Есть разъем для педали сустейна и USB для подключения к компьютеру. Давайте проверим ее чувствительность на звуки пианино. Так как функционал у нее не слишком богатый, давайте будем записывать на нем трек, используя транспортную панель, клавиатуру и слайдеры. Вот сейчас в процессе вы увидите, что мы с этим будем делать. Запишем небольшой музыкальный отрывочек. Начнем с барабанов. Запишем клавишную секвенцию. Запишем бас. Итак, мы записали небольшой музыкальный отрывочек. Мы можем сейчас поиграть поверх него. Но я еще хотел сказать по поводу назначения слайдера на этой MIDI-клавиатуре. Как мы говорили уже, да, что по умолчанию, конечно, здесь написана громкость, но мы можем назначить на любой параметр. И я предпочел сделать следующим образом. На Master Effect повесил фильтр и назначил значение фильтра на слайдер.
А одну из клавиш, которая выглядит как джойстик, как я говорил, да, вверх-вниз, и по центру есть одна клавиша, на включение-выключение эффекта. Итак, вот мы его включили, как вы видите, на экранке активируется он, да, и вот значение фильтра изменяющее. Итак, давайте проверим, как это работает. Вот у нас записанный трек. А теперь давайте включим фильтр. Ну что ж, весьма неплохо. А теперь клавиатура для любителей более компактных решений. Вот она, Q-Mini, очень маленькая, действительно. Обратите внимание, вот она вот такая тоненькая, легкая, но при этом действительно у нее клевая, чувствительная клавиатура. И давайте проверим на всех инструментах, которые мы использовали для записи. И начнем мы вообще с пианино. Да, неплохо, учитывая, что по размерам она как клавиатура для компьютера. Также барабаны. Что там у нас еще была? Секвенция. Единственное неудобство возникло с модуляцией. Вот в басу, когда вы слышали, был такой сайдчейн, здесь кнопкой модуляции не совсем удобно это делать. Но зато можно назначить фильтр на вращающийся регулятор громкости. Подводя итог, хочу сказать, что это классные инструменты. Они без заморочек, с самым минимальным базовым функционалом. Но самое необходимое на них можно сделать. А это играть вашу музыку и записывать ее. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про колокольчик. Всем пока! Ну что мы говорим? Так. Сказать так, это уже многообещающе. Этого достаточно, нет? Вот так вот, если... А? Ну ладно. Ну да. Ну я не знаю. Поехали. Заново? Да. Подводя итог, хочу сказать, что это инструменты без заморочек,